Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал Изучаем C++ вместе, и мы продолжаем с вами заниматься по книге Стивена Пратта «Язык программирования C++». Сегодня у нас уже третье занятие по этой книге, поэтому если вы не смотрели предыдущие, то обязательно по ссылочке в описании переходите и смотрите. Ну, а мы с вами продолжаем первую главу, и надеюсь, мы ее сегодня с вами закончим. Сегодня будем говорить про стандарты C++, порядок создания программы и еще несколько интересных тем, которые описаны в первой главе книги Стивена Пратта. Но перед тем, как мы начнем, господа, не забываем ставить лайк и подписываться на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней мой контент с подпиской посмотрели почти 65% зрителей. И результат: пушка, бомба, ракета, петарда, но наш с вами челлендж 70%, поэтому нажали на колокольчик, увидели новые ролики, обязательно с начала до конца их посмотрели. Еще у нас появилось 0,3% женщин, господа. Поприветствуем их в комментариях. Это очень интересно и забавно, просто здесь всегда была цифра 100, а тут появилась еще и женщины, которые тоже интересуются плюсами, так что а-та-та. Красиво, замечательно, великолепно. Окей, ладно, лирическое отступление закончено. Поехали, это книга и стандарты C++. Современные компиляторы обеспечивают хорошую поддержку для C++98. На момент написания этой книги некоторые компиляторы также поддерживали ряд средств C++11, и можно ожидать, что после принятия нового стандарта уровень поддержки станет быстро возрастать. Эта книга отражает текущую ситуацию, подробно раскрывая C++98 и представляя многие возможности C++11. Некоторые из этих возможностей описываются в рамках соответствующих тем по C++98. Это, кстати, очень интересно, да? Казалось бы, шестое издание книги, и оно вышло достаточно недавно, а все равно как бы не переписали, получается, что ли, не делали так. Но нам-то хорошо, нам базу надо, да, но в любом случае. В главе 18 все внимание сосредоточено полностью на новых средствах с подведением итогов по упомянутым ранее возможностям и представлением дополнительных новых средств. Ну, в общем, вот к чему я и говорю. Из-за неполной поддержки на время написания этой книги очень трудно адекватно представить абсолютно все новые возможности C++11, но даже когда новый стандарт станет поддерживаться полностью, очевидно, что полное его изложение будет выходить далеко за рамки книги разумного объема. Подход, применяемый в настоящей книге, предусматривает концентрацию на средствах, которые уже доступны в ряде компиляторов, и краткое описание множества других возможностей. Прежде чем вплотную заняться изучением языка C++, давайте рассмотрим порядок создания программы. А вот давайте возьмем и рассмотрим порядок создания программы. Предположим, что вы написали программу на C++. Как вы собираетесь ее запускать? Действия, которые должны быть предприняты, зависят от компьютерной среды и применяемого компилятора. Да, с утра что-то я вообще читаю, конечно, так себе. Однако, в общем случае, они должны быть примерно следующими. Рисунок 1.3. То есть у нас есть исходный код, есть компилятор, есть объектный код, есть компоновщик, код запуска, код библиотеки и исполняемый файл. Этапы программирования. Первое. С помощью текстового редактора напишите свою программу и сохраните ее в файле. Это будет исходный код вашей программы. Второе. Скомпилируйте исходный код. Для этого необходимо запустить программу, которая транслирует исходный код в внутренний язык, называемый машинным языком рабочего компьютера. Кстати, у нас здесь два новых понятия, поэтому давайте-ка мы их сейчас запишем. Итак, продолжим. Значит, еще раз. Второе. Скомпилируйте исходный код. Для этого необходимо запустить программу, которая транслирует исходный код во внутренний язык, называемый машинным языком рабочего компьютера. Файл, содержащий транслированную программу, это объектный код вашей программы. У нас здесь, значит, три понятия. Это исходный код, во-первых. Исходный код – это исходный код программы в языке программирования. Это текст, написанный на этом языке, который содержит инструкции для компьютера, как выполнить определенную задачу. Исходный код программы состоит из одного или нескольких файлов, которые имеют расширение CPP, CXX, CC или C. Исходный код программы может использовать директивы препроцессора, такие как include, define, ifdef и так далее, которые позволяют подключать другие файлы, определять макросы, управлять условной компиляции и так далее. Исходный код программы также может использовать классы, функции, перемены, константы, операторы, выражения и другие элементы языка C++, которые определяют логику и поведение программы. Исходный код программы должен быть скомпилирован в машинный код с помощью компилятора C++, чтобы создать исполняемый файл, который может быть запущен на компьютере. Это что касается исходного кода. Машинный код. Машинный язык, в смысле, да. Машинный язык программирования – это язык, на котором записываются команды
процессора в виде двоичных чисел. Машинный язык зависит от архитектуры процессора и его набора команд. Машинный язык является самым низкоуровневым и быстрым языком программирования, но также самым сложным и неудобным для человека. Язык программирования C++ — это высокоуровневый язык, который позволяет писать более абстрактный и понятный код, используя переменные функции, классы и другие элементы. Язык C++ компилируется в машинный язык с помощью специальной программы компилятора. Опять же, компилятор преобразует код машинный и так далее, ну и вот все вот это вот, да. И объектный код. Объектный код в языке программирования C++ — это результат компиляции исходного кода, который мы написали, в машинный код, который содержит инструкции для процессора. Объектный код хранится в виде файлов с расширением .obj или .o, ну если на Linux, да, которые могут быть объединены в исполняемый файл с помощью компоновщика или линкера. Компоновщик равно линкер. Объектный код может быть статическим или динамическим. Статический объектный код включается в исполняемый файл на этапе компоновки и не требует дополнительных библиотек для запуска программы. Динамический объектный код загружается в память при запуске программы или по требованию и требует наличия соответствующих библиотек. Объектный код отличается от исходного кода тем, что он не понятен для человека, но понятен для процессора. Объектный код также отличается от машинного кода тем, что он содержит дополнительную информацию, такую как символы, адреса, ссылки и так далее, которые используются компоновщиком для создания исполняемого файла. Этот прекрасный документ найдете по ссылочке в описании с нашими вот понятиями из книги, которые я постоянно дополняю. И наша нейросеть нам помогает с этими понятиями. Окей, понятненько, поехали дальше. Третье. Свяжите объектный код с дополнительным кодом. Например, программы на C++ обычно используют библиотеки. Библиотеки — это понятие у нас уже записано. Библиотека C++ содержит объектный код для набора компьютерных программ, называемых функциями. Про функции у нас тоже уже понятие это есть, которые решают такие задачи, как отображение информации на экране монитора, нахождение квадратного корня числа и так далее. В процессе связывания наш объектный код комбинируется с объектным кодом для используемых функций и с некоторым стандартным кодом запуска для формирования версии времени выполнения вашей программы. Файл, содержащий этот финальный продукт, называется исполняемым кодом. А вот что такое исполняемый код, по-моему, такого у нас выражения нет. Сейчас проверим. Итак, исполняемый код в языке программирования C++ — это файл, который содержит машинный код, который может быть запущен на компьютере. Исполняемый код создается из исходного кода на C++ с помощью компилятора и компоновщика. Компилятор преобразует исходный код в объектный код, который содержит инструкции для процессора. Компоновщик объединяет объектный код с библиотеками и другими ресурсами в исполняемый файл. Исполняемый файл имеет расширение .exe для Windows и .elf для Linux. Исполняемый код зависит от архитектуры процессора и операционной системы, поэтому он не может быть перенесен с одной платформы на другую без повторной компиляции. Исполняемый код отличается от исходного кода тем, что он не понятен для человека, но понятен для процессора. И исполняемый код также отличается от объектного кода тем, что он не содержит дополнительной информации, такой как символы, адреса, ссылки и так далее, которые используются компоновщиком для создания исполняемого файла. Прекрасно. Идем дальше. Дальше у нас с вами термин «исходный код», который уже у нас был. Мы будем постоянно встречать на страницах этой книги, поэтому постарайтесь его запомнить. Что такое исходный код, постараемся это запомнить. Большинство программ в этой книге являются обобщенными и должны выполняться в любой системе, которая поддерживает C++98. Однако некоторые программы, в частности рассматриваемые в главе 18, требуют определенной поддержки C++11. На момент написания этой книги некоторые компиляторы требовали указания дополнительных флагов для активизации их частичной поддержки C++11. Например, компилятор G++, начиная с версии 4.3, в настоящее время при компиляции файла исходного кода используется флаг -std равно C++11. Но мы с вами работаем под Windows, и если вы, кстати, не смотрели еще ролик, как установить среду разработки Visual Studio 2022, абсолютно бесплатно, по ссылочке в описании, смотрите, у меня был ролик на эту тему. Вот. Соответственно, этапы сборки программы в одно целое могут варьироваться. Давайте рассмотрим их более подробно. Создание файла и исходного кода. В оставшейся части этой книги мы будем говорить обо всем, что связано с файлом исходного кода. В этом разделе речь пойдет о механизме создания этого файла в некоторых реализациях языка C++, таких как Microsoft Visual C++, Ember Serrado, C++, Builder, Apple, Xcode, Open, Whatcom C++, Digital Mars C++ и
Frisco Code Warrior предлагается так называемая интегрированная среда разработки. О, кстати, только что о чем я сказал, да, Integrated Development Environment, никогда не выговариваю последнее это слово, которое позволяет управлять всеми этапами создания программы, включая редактирование из одной главной программы. В других реализациях C++, таких как GNU C++ на платформах Unix и Linux, IBM Excel C++ на платформе AIX, а также в свободно распространяемых версиях компилятора Borland 5.5, распространяемого Embarcadero и Digital Mars, поддерживаются только этапы компиляции и компоновки. И все команды должны вводиться в командной строке. В этих случаях для создания и изменения исходного кода можно использовать любой доступный текстовый редактор. В системе Unix можно и применять редакторы V, Add или Emacs. В режиме командной строки системы Windows можно работать в Edlin либо Edit или любом другом доступном текстовом редакторе. Можно даже использовать текстовый редактор при условии, что исходный файл будет сохраняться в формате текстового файла ASCII и не в специальном формате текстового процесса. В качестве альтернативы может быть доступен IDE-среда для работы с упомянутыми компиляторами командной строки. Ну, в общем, вот, чтобы у нас все было прекрасно и замечательно. При назначении имени файла исходного кода должен использоваться подходящий суффикс, с помощью которого файл можно идентифицировать как файл кода C++. Благодаря этому суффиксу не только вы, но и компилятор будет знать, что данный файл содержит исходный код на C++. Если Unix-компилятор пожалуется на неверное магическое число, bad magic number, следует иметь в виду, что это его излюбленный способ указывать на неверный суффикс. Суффикс начинается с точки, за которой следует символ или группа символов, называемых расширением. Вот, кстати, новое у нас слово, да, кстати, что такое IDE-шка, тоже надо записать, давайте пополним наш словарь. Итак, значит, интегрированная среда разработки или ISR на русском языке — это комплекс программных средств, которые облегчают процесс создания, отладки и запуска программ на C++. Интегрированная среда разработки обычно включает в себя текстовые редакторы, компилятор, компоновщик, отладчик, а также другие инструменты, такие как браузер классов, анализатор кода, поддержка системы управления версиями и так далее. Интегрированная среда разработки позволяет программисту писать код на C++ более быстро и удобно, используя автозавершение, подсветку, синтаксис, рефакторинг и другие функции. ESR также позволяет программисту компилировать и запускать код на C++ в одном окне, а также находить и исправлять ошибки с помощью отладчика. ESR может быть стандартной или пользовательской. Стандартная ESR — это ESR, которая определена в стандарте языке C++ и поддерживается всеми компиляторами. Пользовательская ESR — это ESR, которая создана разработчиками для конкретных целей и может быть использована другими программами. Примерами популярных ESR для программирования на C++ являются Microsoft Visual Studio, Eclipse CDT и NetBeans. QA Creator, ну мой английский креатор, конечно, и другие. Вот, и расширение, еще такое понятие, как расширение. Расширение файла в языке C++ — это часть имени файла, которая указывает на его тип или формат. Расширение файла обычно состоит из точки и нескольких символов, которые следуют за именем файла. Расширение файла помогает операционной системе и другим программам определять, как открывать и обрабатывать файлы. В языке программирования C++ существует несколько типов файлов, которые имеют разные расширения. .cpp, cxx, cc или c — это файлы исходного кода на C++, которые содержат инструкции для компьютера, как выполнить определенную задачу. Эти файлы должны быть скомпилированы в исходный код с помощью компилятора C++ для необходимой операционной системы перед работой. .hpp, hh или hxx — это файлы заголовков на C++, которые содержат объявления классов, функций, переменных, констант и других элементов программы, которые используются в файлах исходного кода. Эти файлы подключаются к файлам исходного кода с помощью директивы include. Также есть .obj и .o, это файлы объектного кода на C++, которые являются результатами компиляции исходного кода в машинный код, который содержит инструкции для процессора. Эти файлы могут быть объединены в исполняемый файл с помощью компоновщика, линкера. И также .exe и .elf — это файлы исполняемого кода на C++, которые содержат машинный код, который может быть запущен на компьютере. Эти файлы создаются из объектного кода с помощью компоновщика. Расширение файла в языке C++ программирования позволяет различать различные типы файлов, которые используются для разработки программ на этом извините, языке. Окей, едем дальше. Что у нас дальше?
Кстати, рисунок 1.4, да, расширение 1.4. Вот у нас есть на spifity.cpp, spify, в общем, есть базовое имя файла и есть расширение имени файла. CPP это расширение, базовое имя файла это то, как мы его назовем. Окей, выбор расширения будет зависеть от реализации C++. В таблице 1.1 перечислены некоторые распространяемые варианты, например, Spiffy, например, Spiffy.c является допустимым именем Unix файла исходного кода. Обратите внимание, что в Unix важно соблюдать регистр символов. Символ C должен быть записан в верхнем регистре. Следует отметить, что расширения, записанные в нижнем регистре, тоже запускаются, однако в стандартной версии языка C используется именно такой формат расширения. Поэтому во избежание путаницы в Unix-системах следует применять C для программ на языке C и C большое для программ на языке C++. Можно также использовать один или два дополнительных символа в некоторых Unix-системах. Например, можно использовать расширение CC и CXX. В DOS, более простой системе по сравнению с Unix, нет разницы в том, в каком регистре будет введен символ. Поэтому для различия программ на C и C++ в DOS-реализациях применяются дополнительные символы. Смотрите таблицу 1.1. Таблица 1.1 расширение файла исходного кода, реализация Unix, GNU, Digital Mars, Borland, Pasco, Microsoft C++ и Freestyle Code Warrior. И вот такие вот у нас есть расширения, собственно, на ваших экранах. Да? Окей, что такое компиляция и компоновка? Первоначально Strausstrup реализовал C++ с программой компилятора из C++ в C. И не стал разрабатывать прямой компилятор на C++ в объектный код. Эта программа называется C-Front, сокращенная от C-Front-End. Транслировала исходный код в C++ в исходный код C, который затем можно было компилировать с помощью стандартного компилятора C. Этот подход способствовал росту популярности C++ в среде программистов на C. В других реализациях этот подход использовался для переноса C++ на другие платформы. По мере совершенствования языка C++ и роста его популярности большее число разработчиков предпочитали создавать компиляторы C++, которые гарантировали объектный код непосредственно из исходного кода C++. Такой прямой подход ускорял процесс компиляции и обособлял язык C++. Способ компиляции зависит от реализации, и в последующих разделах мы рассмотрим некоторые варианты. В этих разделах будут описаны только основные этапы, однако это вовсе не означает, что вам не следует изучать документацию по своей системе. Так, компиляция и связывание в Unix. Первоначально команда... Так, у меня солнце встает и начинает все отсвечивать. Кто с утра занимается? Мы занимаемся. Давайте нормально. Получается 17 минуточек. Окей, давайте тогда тормознем вот здесь и... Как у меня тут солнышко перейдет в другую часть, я обязательно продолжу. И мы поговорим с вами про компиляцию и связывание в Unix и со всем вот этим вот. Я думал, мы успеем сегодня добить, но, видимо, не добили, но нам какая разница, да? Больше видосов, больше видосов. В любом случае, как говорится, если все поняли, посмотрели и понятия запомнили, большие молодцы. Не забываем ставить лайк и подписываться на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней контент с подпиской посмотрели 60, почти 5% зрителей. Это рекорд, но наш с вами челлендж 70%, поэтому нажали на колокольчик, видели новый ролик, обязательно на него зашли, лайк поставили, комментарий написали, ну и посмотрели, конечно, от начала до конца. И, соответственно, увидимся с вами в следующем ролике, в котором мы продолжим изучать книгу Стивена Пратта «Язык программирования C++». И будем говорить о том, о чем будем говорить. Всем до скорых встреч, меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++ вместе». Всем пока.